Здравствуйте! В этом видео я хочу показать, как я выращиваю рассаду в самокрутках. Для посадки мне потребуются следующие инструменты и материалы. Полиэтиленовые пакетики, туалетная бумага, пластмассовые стаканы. Эти предметы нужны непосредственно для выращивания. Для выполнения посева семян потребуются следующие предметы. Пластмассовая подставка от балконного ящика, спринцовка с водой, зубочистки для раскладки семян. Посаженные семена лучше всего подписать. Для этого можно использовать самоклеящиеся этикетки и водостойкий фломастер. Если хочется сделать предварительную обработку семян перед посадкой, то может понадобиться раствор марганцовки, либо горячая вода, ситечка для процеживания и дополнительная емкость для сбора отработанной воды. И, конечно, нужны сами семена, а также ножницы для того, чтобы открывать пакетики с семенами. Итак, приступаю к посеву или посадке семян. Открываю ножницами пакетик с семенами. Для предварительной обработки обливаю семена горячей водой из чайника. Оставляю их там на несколько минут, 5, 10, 15. Затем процеживаю через ситечко и выкладываю на бумажную салфетку. Посев семян я выполняю с использованием пластмассовой подставки от балконного ящика, чтобы вода не разливалась на столе. Можно просто подложить какую-нибудь дощечку. В пластмассовую подставку аккуратно раскладываю полиэтиленовый мешочек, согнутый по долевой линии пополам. Я применяю мешочки размером примерно с лист бумаги формата А4. На полиэтилен выкладываю 3 слоя туалетной бумаги, так чтобы поверхность полностью была покрыта бумажкой. Смачиваю бумагу водой из спринцовки и зубочисткой аккуратно раскладываю семена вдоль длинной стороны полиэтиленового пакетика на расстоянии от 1 до 1,5 см от края. Расстояние между семенами 1,5–2 см. Мелкие семена можно раскладывать чаще, а более крупные чуть дальше друг от друга. Затем пакетик вместе с бумажкой и с разложенными семенами аккуратно скручиваю в трубочку. Получается самокрутка или улитка. К самокрутке приклеиваю ярлычок, на котором пишу название сорта растения и дату посева. Самокрутку вертикально устанавливаю в пластмассовый стакан, таким образом, чтобы семена находились в верхней части поставленной вертикально трубочки. Когда появятся всходы, они потянутся вверх, быстро достигнут верхнего края трубочки и будут разрастаться в воздухе. А корни потянутся вниз к дну стакана и будут размещаться внутри трубочки в фильтровальной бумажке. В одну самокрутку можно поместить 15–20 семян помидоров или перцев. В стакан из-под сметаны диаметром около 10 см можно поместить порядка 10 самокруток. То есть в одном стакане на площади, равной примерно 1 квадратному дециметру, будет размещено 150–200 растений. Это уже небольшой огород. В стакан нужно налить немного воды слоем не более чем 3–5 мм. Сверху стакан лучше накрыть полиэтиленовым пакетом. Или даже можно поместить стакан в полиэтиленовый пакет и неплотно его завязать. Таким способом мы ограничим испарение воды, устраним причины высыхания семян, создадим микроклимат, подходящий для быстрого прорастания семян. Стакан с семенами надо поставить в теплое место с любыми условиями освещенности. Время, через которое появятся всходы над краем трубочки, самокрутки, зависит от вида и сорта растения. Чаще всего такие всходы появляются уже через 3–5 дней. После этого стакан лучше переставить в светлое место, чтобы ростки не вытягивались.
Молодые растения могут оставаться в этом стакане в самокрутках до тех пор, пока их корешки не достигнут нижнего края самокрутки. Это время опять же зависит от вида растения и его сорта, а также от количества тепла и условий освещенности. Чаще всего это время составляет 2-3 недели. Я уже несколько лет применяю этот способ выращивания рассады. Я вижу такие преимущества этого способа по сравнению с традиционным посевом прямо в землю. Во-первых, это экономия площади. На небольшом пространстве можно разместить много растений. Во-вторых, это экономия посадочного материала. Не требуется иметь много семян, так как каждое семечко получает оптимальные условия для прорастания. В-третьих, это ускоренное развитие растений. Растения быстро всходят и прорастают, так как для небольшой емкости с семенами легче создать оптимальные условия по температуре, освещенности и влажности. И в-четвертых, это экономия времени на уход за всходами. Так как емкость с посеянными семенами находится в полиэтиленовом пакете и влага испаряется очень медленно, дополнительный полив практически не требуется. Через 2-3 недели маленькие растения уже на 2-3 см могут возвышаться над краем самокрутки, а корешки достигают ее нижнего края, распространяясь во влажной фильтровальной бумажке. В этом состоянии молодые всходы нужно пересадить из самокруток в пеленки. Как я это делаю, я расскажу в следующем ролике. Если вам понравилось мое сообщение, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С уважением, Яна Тамбелина.